В военном медицинском центре на окраине Сан-Диего, Калифорния, экстренная операция подходила к концу катастрофически. Сердечный монитор пациента показывал почти прямую линию, кровь пропитывала простыни, а лучшие боевые медики базы уже понимали, что стандартные протоколы не работают. Генерал Ричард Ховард, ключевая фигура стратегического командования США, умирал от множественных осколочных ранений после нападения на колонну. Среди десятков опытных врачей в операционной находилась молодая медсестра, стажер Эмили Картер, гражданская добровольца из Европы, недавно прибывшая на базу. Она считалась тихой и малозаметной, выполняла только базовые поручения и почти всегда оставалась в тени. Коллеги не воспринимали ее как участника критических решений, считая неопытной и неподготовленной к реальной военной медицине. Пока хирурги боролись с очевидными травмами грудной клетки, состояние генерала продолжало ухудшаться. Давление падало, кожа стремительно бледнела, а переливания не давали эффекта. В этот момент Эмили заметила несоответствие. Объем кровопотери не совпадал с теми ранами, которые активно лечили. Источник находился вне поля внимания, под плечом, где небольшой металлический фрагмент повреждал крупный сосуд и усиливал кровотечение при компрессиях. Когда ее наблюдения наконец приняли во внимание, команда сменила тактику. Незаметный осколок был удален, кровотечение остановлено, и жизненные показатели пациента начали стабилизироваться. Генерал выжил благодаря детали, которую заметил человек без высокого звания и военного статуса. Позже выяснилось, что Эмили ранее работала в одном из самых загруженных травматологических центров Европы и сознательно не подчеркивала свой опыт, предпочитая наблюдать и изучать военные протоколы изнутри. Этот случай стал поворотным для всей базы. Подход к обучению, иерархии и роли сестринского персонала был пересмотрен. История спасения генерала в Сан-Диего быстро разошлась по медицинскому сообществу США как пример того, что решающее значение может иметь не громкий авторитет, а внимательное наблюдение. Место в углу операционной, где обычно стояла Эмили Картер, стало символом простой истины. Иногда именно тот, кто молчит и смотрит, видит больше всех.